что, всем привет и доброе утро, и с наступающим Рождеством, хотя уже не утро, у нас практически 11 часов. И что я вам хочу сказать, я решила сделать пирог. Здесь у меня начинка со сливочным сыром, и здесь перетертая мука с сахаром. В общем, вся вот эта история. Я рецепт обязательно оставлю под видео, если он мне самой понравится. Ну и в любом случае, наверное, оставлю. Также вот этим умным духовым шкафом я, девчонки, пользуюсь всегда, когда мне нужно по-быстрому что-то сделать, чтобы не разогревать обычную свою большую духовку долго и нудно. Поэтому я пользуюсь вот этим шкафом. Так он у меня стоит обычно вот здесь в шкафу, не занимает много места. В общем, убираю, когда нужно, вытаскиваю и пользуюсь. Так, здесь вот эта крошка, я ее в большей степени сейчас положу на дно формы. Она смазана маслом и присыпана мукой. Здесь у меня начинка со сливочным крем-сыром, отдельно взбитые белки, отдельно перетертые желтки. В общем, все напишу под видео. Решила сделать быстренький пирог такой, знаете, практически на скорую руку, много времени не занимает, но будет очень вкусно. И плюс у меня осталось большое количество сливочного сыра, ну и как бы грех не использовать. Так что вот, управляю, кстати, этой плитой, печкой духовой, да, умным духовым шкафом, в основном через приложение. Это гораздо быстрее, не надо ничего тыкать пальцем, чтобы не путаться. Так что да, в общем, все, соединяю, покажу, что будет, и отправляю. Будет у нас вкусненький пирог на праздник. И, в общем-то, вот что у меня получилось. Еле-еле просто все вошло. Прям под завязочку. Вот так это выглядит. Видите, внизу крошка, вот эта вот песочная, да, получается. Посередине большой достаточно слой крема со сливочным сыром. И сверху уже меньшая часть вот этой крошки. Все, сейчас я отправлю в духовку. Уже не разогревая предварительно, я включу ее. Она буквально 5 минут разогревается. Дальше уже идет выпекание. Чем мне, собственно, это и нравится. Не нужно заранее разогревать долгое время духовку обычную. Так что вот, отправляю и потом покажу вам, что у меня из этого получилось. Вот я нахожу приложение, включаю его. Правда, сначала я включила на кекс, но потом все же передумала. Все очень просто. Выбираете нужный вам агрегат, выбираете режим, который вам подходит, включаете его. И все, в любой момент можете его остановить. Выбираете, вот смотрите, время любое, температуру, если это позволяет режим. Обычно это мультипекарь. И все у вас готовится, что вы поставили в духовку любым удобным для вас способом. Смотрите, 2 движения и все. И умный духовой шкаф начинает запекать. То есть я в приложении, ну, это на случай, если вдруг вы такой хотите или у вас такой есть, но вы приложением не пользуетесь. Просто в приложении выбрала аппаратуру, которая мне нужна. Единственное, я вот сейчас поставила на кекс, но мне кажется, это оптимально, да? Хотя 140 градусов не маловато ли? Может быть, надо мультиповара включить? Наверное, мало 140 градусов. Да, я сейчас включу мультиповара, наверное. В общем, в приложении все это делать удобно. Вы сами видели, я вставлю вам снимок экрана, как это делается. Только я сейчас поменяю, да, потому что слой достаточно толстый, и на 140 градусах это будет вообще ни о чем. Короче, сейчас она 5 минут будет разогреваться, дальше включится уже непосредственно процесс выпекания. Все. Вот я включила, как видите, на 180 градусов и на 50 минут. Вот. И что еще, вот я сейчас подумала, видите, там так получается, что если я ставлю на самый низ, да, то получается дно формы очень близко с нижними нагревательными элементами. Если я поставлю вот на эту серединку, то получится верх будет очень близко к нагревательным элементам, так как они и сверху, и снизу. И в чем здесь прелесть, тоже я сейчас об этом подумала, что в процессе выпекания я могу посмотреть, то есть если мне нужно переключить вверх и низ, или низ вернее, то я могу это также в приложении сделать. То есть я отключу нагрев какой-то там, допустим, ну в данном случае, мне кажется, я низ отключу раньше, но это тоже не факт, я посмотрю, что будет происходить. Так что, в общем, ждем, что получится, покажу. Ну что же я тут накошеварила в конечном счете? Смотрите, вот такой получается пирог. Видите, вот эта прослойка, это сливочный сыр, начинка. В общем, я уже кусочек попробовала. Все ничего, все в принципе вкусно, но, на мой взгляд, слишком сладко. То есть, если захотите попробовать, то
количество сахара, которое я вам дам в рецепте под видео, уменьшите, потому что, ну, прям слишком сладко, и вот за счет этого сверху, получается, сахар вот так прихватывается, да, ну, очень много сахара, поэтому мне кажется, что я его буду употреблять только со сметаной, наверное, чтобы сбалансировать. Ну, так, в целом, интересная, конечно, задумка, да, я так еще не пробовала, могу посоветовать. Что у нас здесь? Я сейчас, девочки, убиралась, то есть уже час, в принципе, все это время я и занималась тем, что готовила и убиралась. Пропылесосила, помыла пол, помыла стол, застелила другую скатерть. Как-то у меня вот такое сегодня уютное, знаете, рождественское настроение, поэтому скатерть будет вот такая. Решила поставить свечу как раз вот в эту подставочку из фикса. Мне кажется, это очень уютно и красиво. Даже вот в жизни гораздо симпатичнее. Вечером зажгу свечи, там мигает елочка. Ну, в общем-то, уютненько и красиво. Мне нравится. Так, значит, здесь что я приготовила, девчонки? Курочка. Смотрите, сейчас расскажу. Может быть, вы так не пробовали, но это вкусно получается. Обычным образом, как вы любите курочку, обжариваете до золотистой корочки. Когда она уже прям полностью готова, режете лук полукольцами, достаточно толстыми такими. И добавляете в курицу. Совсем немного все это дело обжариваете до готовности лука, до прозрачности. И все. И получается очень вкусно. Знаете, вот правда вкусно с каким-то сухим гарниром, ну, имеется в виду спагетти, там пюре, гречка, рис. Очень классно заходит. И что еще я сделала? У меня здесь квашеная капуста. Я часто практикую такой салатик. И снова тоже вам могу рекомендовать. Он такой достаточно легкий, то есть, да, пора заканчивать вот эту феерию майонезную и переходить на что-то более полезное. В общем, здесь квашеная капуста, зеленый горошек, 2 свежих огурчика, лучок, соль, обычное растительное масло и немного растительного масла с ароматом семечки. Все, это прекрасно. Еще иногда я добавляю соевый соус, если мне не хватает чего-то. Но сегодня решила не добавлять. Вот таким образом выглядит салатик. Он нереально вкусный. Я его когда приготовлю, до того момента, пока мы садимся за стол, я хожу и подворовываю по одной ложечке. Ну, правда, вкусно. Так что, если вдруг вы будете кушать, то вам приятного аппетита. И обязательно попробуйте что-нибудь из этого приготовить, потому как это вкусно. Так, я знаю, очень многим понравилась вот эта шкатулка из Fix Price. Абсолютно разделяю. Кто под что использует на самом деле. Кто-то под чай, кто-то под что-то еще. У меня вот таким образом, девчонки. Здесь камера, всякие флешечки к ней, переходники, зарядка от ноутбука, наушники и прочая лабуда. Вот таким вот образом. Именно для этих целей мне и нужно было, чтобы это все по всему дому не валялось, а вот таким вот образом было аккуратненько убрано. Ну, в общем-то, с задачей своей справляется. Так что, да, неплохая шкатулочка. Такая прям вписывается. Мне кажется, в любой интерьер она впишется, так что можно брать. Даже не представляете, чем я тут занимаюсь. Я не удержалась. В общем, все. Нет никакой силы терпеть. У меня отросли, девочки, корни моего цвета. Как-то я заказывала краску Faberlic. Помните, я рассказывала, кто смотрел. Мне очень понравился именно на палитре вот этот цвет. 8-8 стоять. Он такой, знаете, перламутровый с фиолетовыми какими-то нотками. И я заказала себе такую красочку на пробу. Сейчас я ее уже нанесла на волосы. Но, если честно, сначала я сделала тест. То есть я в незаметном таком месте нанесла ее на корни, чтобы посмотреть, что будет, чтобы не вылезла, знаете, вот противная какая-нибудь рыжина на натуральных корнях, потому что остальная длина у меня осветлена и окрашена краской Брелил. Но так как этот цвет, он меня просто покорил, я все-таки решила попробовать, выдержала нужное время на корнях, на одном маленьком кусочке, да, посмотрела, вроде бы прикольно, вроде бы меня устраивает. Ну, в общем, нанесла на все волосы. Естественно, я вам могу сказать, если вдруг у вас волосы такой длины, как у меня, средней густоты, то одной упаковки не хватит. Здесь 50 грамм получается окислителя и 50 грамм самого окрашивающего элемента. Плюс еще вот такая вот штучка после окрашивания уходовая. Я еле-еле растянула, и мне даже пришлось добавлять 3% оксид от оставшейся у меня краски Брелил. Вот. В общем, кое-как распределила. Не знаю, что из этого выйдет. Сейчас додержу время, потом уже покажу вам, что у меня получилось в результате. Ну, в общем, все, я не выдержала. Мне уже необходимо было покрасить корни, несмотря на то, что я, кстати говоря, заказала краску Estelle.
Заказала в интернет-магазине, жду, когда она мне придет. Выбрала там 2 цвета, буду их смешивать. Окислители, все-все-все заказала. Ну, в общем-то, как корни отрастут, я ее попробую в следующий раз, вероятнее всего. А сейчас уже вот просто все, не было моих сил. И, в общем, я весь день терзалась, думала, то ли мне сразу этим цветом краситься, то ли мне сначала осветлить корни, а потом им краситься. Ну, в общем, я весь день терзалась. В конечном счете решила просто попробовать только вот эту краску. И в итоге посмотрим, что у меня получилось. В общем, что? Все получилось лучше, чем я ожидала. Я сейчас по поводу краски говорю. Я смыла. Сначала я наносила на корни, потом я наносила на всю длину, точнее как наносила. Все, что смогла, все, что у меня осталось, я нанесла. Что я вам хочу сказать? Значит, во-первых, натуральную базу, холодную, где-то 7-6 уровня, у меня такой цвет натуральный, она поднимает великолепно, просто великолепно. На камере вы этого не увидите, но я уже под разными ракурсами при разном освещении посмотрела, и на самом деле я удивлена, потому как меня пугали, вообще просто парикмахер моя пугала тем, что будет рыжина. Но у меня такой фиолетовый оттенок краски, который я вам показывала, и рыжины у меня нет вообще. То есть даже граница между окрашенными натуральными волосами и осветленными окрашенными не особо видна. То есть я ее, допустим, не вижу вообще. Но есть один нюанс, и я так полагаю, что он будет не во всех цветах этой краски. Знаете что? Странным образом не закрасились вообще седые волоски, которые у меня есть. Их немного, но тем не менее, я знаю, где они есть, я их вижу. Они вообще не закрасились, то есть они, мне кажется, даже не притонировались. Возможно, это потому, что в данной краске нет никакого натурального нюанса, да, то есть здесь все направлено в сторону фиолетово-розово-красную, ну, грубо говоря, такой блонд, фиолетовый. Сейчас, кстати, вам на камере цвет будет казаться гораздо более темным и отдающим в зеленую сторону в какую-то, но это абсолютно не так, то есть на солнце вы потом увидите совершенно другое, это вот холодный искусственный свет дает именно такой оттенок. Вот, короче, не знаю, девчонки, правда. Я знаю точно, что по основам колористики именно в красках для волос, если не добавить никакой натуральный нюанс, да, с цифрой 1 он, по-моему, идет, то седина не закрасится. Седину закрашивают именно натуральные нюансы. И вот я теперь не знаю. Я не знаю. Возможно, мне нужно будет смешать какой-то другой дополнительный оттенок, чтобы седые волоски закрашивались. Не знаю. Но в целом краска меня удивила. Начиная с того, как она пахнет, заканчивая тем, как пахнут волосы после краски. То есть они не воняют, как от обычной, опять сейчас будете ругать за слово воняют, но факт есть факт. Как от обычной бытовой краски, знаете, волосы, когда смываешь, он потом остается еще такой неприятный запах красителя на сутки. Вот как минимум до следующего мытья. Здесь такого нет. И в процессе аромат был напоминающий цветы. Это факт. Девочки были правы, кто мне об этом говорил. Волосы расчесались достаточно просто после этого окрашивания. Особенно мне понравилось вот это средство, которое флюид после окрашивания с аминокислотами шелка. Я посмотрю, может быть, у них в каталоге есть какое-то такое средство, похожее по составу, но я имею в виду в качестве бальзама, потом уже ухода. Так что да, вообще в целом я рекомендую, вам однозначно рекомендую попробовать эту краску. Если вдруг будет любопытно, ссылки всегда на все, что я могу вам предоставить, это в описании. Разворачивайте, смотрите. Мне кажется, что если у вас темный цвет волос, если у вас нет седых волос, так вы вообще останетесь в восторге. А по поводу темного цвета, скорее всего, она будет закрашивать. Но вот блонд, фиолетовый... как-то не справился, причем не справился совершенно. Так что я буду думать на этот счет, но так или иначе ко мне приедет краска от Estelle, и когда у меня снова отрастут хотя бы немножко свои натуральные корни, мы сможем с вами сравнить, потому как все-таки ценовые категории немного разные, да. Так что вот такие вот дела, девчонки, таким получилось мое окрашивание. У нас на самом деле уже вечер, такой, знаете, уютный домашний день, рождественский. У меня всегда какое-то такое тепло, знаете, вот в этот праздничный день внутри, в душе, я имею в виду. И почему-то абсолютно каждый раз на Рождество у меня просыпается дикое желание что-то вязать. Вы не поверите. Я даже не поленилась, разобралась в своих, уже существующих каких-то начинаниях. И вот смотрите, у меня есть вот такая классная
пряжа. Это я для себя покупала, бобинная итальянская пряжа. И в прошлом году я хотела свитер себе сделать, связать оверсайз свитер, но в этом году я передумала то, что я планировала в прошлом, я не хочу, я хочу сейчас распустить это все. Вот у меня здесь целая бобина, вот такая красивейшего цвета. И вот здесь вот моточек есть. Но я это к чему? К тому, что именно в Рождество, когда, в принципе, нельзя уже, да, не шить, там, не вязать, ничего такого, у меня это дикое желание просыпается. И у меня настолько чешутся руки, вы просто себе не представляете. И если мама узнает, что я что-то тут пытаюсь вязать, а еще и волосы красила после 3 часов, то она мне настучит по шапке, потому что, ну, как бы это делать вроде как нельзя. Напишите, кстати, как вы к этому относитесь, да? Как вы к вязанию и шитью по воскресеньям и по таким праздникам вообще? Можно, не можно? Так что да, боюсь, что я не удержусь и маме просто говорить об этом не буду. Так что вот такие вот дела, девчонки. Спасибо вам за внимание, спасибо за то, что были со мной. Надеюсь, этот небольшой роличек вам, как обычно, немножечко поднимет настроение, повеселит в чем-то, может быть, что-то полезное принесет. Я буду только рада. Желаю вам... Если я успею еще вас поздравить с Рождеством, то я поздравляю еще раз. Если уже будете смотреть после Рождества, ничего страшного, с прошедшим Рождеством. Всего вам самого доброго, самого хорошего. Люблю, целую. Пока-пока.